Здравствуйте, друзья! Сегодня такой день, который я решила посвятить съемке очень важного видео, потому что, как говорят, зацепила за живое. Сейчас объясню почему. Во многих комментариях появились сообщения моих подписчиков и зрителей канала о том, что на многих участках у людей желтеют листья томатов, томаты заболевают. Очень много грибковых заболеваний в этом году из-за того, что идет дождь. И люди беспокоятся о том, получат ли они хороший урожай, или это будет сложно в этом году. И знаете, наверное, так совпали обстоятельства, что тут же мне YouTube предложил видео о том, как болеют эти томаты. Я посмотрела на днях совершенно случайно видео одной ютуберши, которая выращивает томаты в теплице. Она занимается реализацией рассады не только томатов, но и перца, и цветов. И, в общем, она показывала, делала обзор своей теплицы, и я просто ужаснулась. После просмотра этого видео у меня до сих пор шоковое состояние, и я думаю, что с этим надо срочно что-то делать. В общем, в чем там дело? Как она рассказывает, теплица у нее уже в работе 6 лет, но дело в том, что первые 3 года они обрабатывали теплицу от грибковых заболеваний, а потом сделали выводы, что это совершенно бессмысленно, и сейчас практически не обрабатывают. То есть вот как оно растет, так оно растет. И вид ее томатов был, конечно, просто страшный. Каждый куст болел своей болезнью. Я бы сказала, даже на каждом кусте было несколько болезней. Там были и фитофтороз, и кладоспориоз, и вершинная гниль, и белая гниль, и серая гниль. В общем, все виды озов, то есть грибковых заболеваний, и все виды гнилостных грибов, которые вообще только встречаются, наверное, в природе. И эти помидорчики, плоды, которые там висели, они, конечно, созревали там как-то, но оказалось, что практически половина из них больна, их потихонечку собирали, очевидно, где-то продавали, ну и совершенно не сокрушались по этому поводу. Как она говорила, ну, что имеем, то имеем. После просмотра этого видео я поняла, что многие огородники, занимаясь покупкой рассады, одновременно приобретают и весь этот список грибковых заболеваний, которыми их награждают те же продавцы рассады. Что же с этим делать? Если смотреть на эту тему более предметно, то я вам скажу одно. Эта ситуация мне напоминает человека, который месяцами не моет руки перед едой, здоровается с вами этими грязными руками. Он никогда не чистит зубы, потому что, по его мнению, это совершенно не нужно. Он может спать в грязной постели месяцами и не стирать постельное белье, потому что, собственно говоря, ну зачем это нужно? Ведь тоже ничего особенного. Все равно это белье, если будешь использовать его чистым, то оно будет в скорости совершенно грязным. В общем, логика такая. Но я, как человек, который имел дело с биохимией, с микробиологией, который основательно изучал эти науки, я хочу сказать, что это совершенно патовая ситуация. И если человек позволяет себе такие вещи в своей теплице, а потом продает эти растения другим покупателям, одновременно награждая их, извините меня, самыми разными грязными заболеваниями вместе с растениями, которые он продал, это, конечно, дело страшное. И вы должны быть бдительны, потому что, покупая рассаду, вы приобретаете вместе с рассадой букет болезней. Это вот если бы вы сходили в баню, кто-то там помылся, оставил после себя кучу всего, извините, непотребного, а потом пришел человек чистый, здоровый и там же заразился. Такая же ситуация и с растениями. Что тут делать?
Ну, в первую очередь вы должны понимать, что выбор продавца рассады – это очень важное дело. Если вы рассаду покупаете, значит, смотрите, как говорят в оба. Вы должны знать, что происходит в теплице вашего продавца. Ну и если уже вы ее как бы покупаете, сами не выращиваете, значит, в первую голову надо заботиться о том, чтобы та рассада, которую вы посадили, то ли в теплице, то ли на огороде, не оставила после себя следов грибковых заболеваний. Значит, что нужно делать? В первую голову надо обрабатывать те помещения, в которых вы выращиваете эти растения, овощную рассаду, которую вы купили. После приобретения таких зараженных растений вы, я думаю, что столкнетесь с тем, что ваши томаты будут болеть, желтеть, гнить, иметь ужасный вид, и придется работать с ними довольно основательно. Использовать в первую очередь сначала очень эффективные химические фунгициды. Обработок нужно будет минимум 3, если еще их будет достаточно. Ну а после того, как растения станут уже более-менее здоровыми, можно будет их обрабатывать простыми и доступными средствами, например, содой, серой, минеральными удобрениями, которые борются с грибковыми заболеваниями, такими как монофосфат калия, как суперфосфат. И уже именно этими средствами поддерживать здоровье вашей рассады и ваших растений. Ну, вот, собственно говоря, все, что я хотела об этом сказать. Поэтому будьте бдительны. Еще перед покупкой задумайтесь над тем, что вы покупаете, чтобы ваши растения были здоровые. И если уж речь пошла о том, как сохранить хорошую биологическую среду у вас на огороде, то подумайте о тех семенах, которые вы собираете с ваших плодов. Я бы посоветовала использовать те плоды, которые созревают первыми для сбора семян. Они самые здоровые, в них практически нет грибковых заболеваний, и именно эти семена дадут вам в следующем году здоровые растения. Ну вот, собственно говоря, и все, что я хотела сегодня рассказать, чем хотела поделиться. Пусть ваши томаты не желтеют, не гниют, не вянут. Пусть они будут здоровыми, хорошо плодоносят и радуют вас хорошим урожаем. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрите мой канал, подписывайтесь, ставите лайки. Спасибо за просмотр. Скоро увидимся. Пока-пока.